Всем привет! Это второе видео о путешествии в горы, и в этом видео я обещаю, что точно покажу уже горы, покажу красивые виды, и все это обязательно будет в этом ролике. А кому интересно увидеть ролик из первого нашего пункта путешествия из Вены, то можно посмотреть этот ролик по ссылке в описании. Путешествие началось в Вене, я туда прилетала самолетом. А после все остальное путешествие было спланировано полностью на автомобиле, то есть был продуман маршрут, который делал кружочек через Альпы, мы пересекали горы несколько раз. Это был интересный маршрут, в котором было много деталей, много промежуточных пунктов и мест, которые мы хотели посетить. И сейчас я думаю об этом и думаю, как круто получилось все спланировать. Столько мелочей, и все сложилось, не знаю, как это магия какая-то. Просто очень хорошо планировали, очень старательно планировали каждую мелочь. Благодаря этому мы успели практически все, что хотели, почти ничего не упустили и много-много чего увидели. Итак, мы переночевали в Вене. Эта гостиница называлась Винбаджет. Она очень комфортная, удобная, довольно просторная. Мне все очень в ней понравилось. Она немножко необычная, потому что там на ресепшене никого не было, когда мы туда подъехали, но можно было позвонить и, назвав свою фамилию, пройти внутрь. После этого мы уже могли получить доступ в шкафчик, в котором хранился ключ от нашего номера. А сам номер был очень комфортный, и на троих за одну ночь это обошлось нам 74 евро. И для Австрии это, в принципе, хорошая цена. Дальше мы планировали ночевать в Зальцбурге. Вот мы ехали по этой дороге из Вены. Поначалу мы пытались выловить горы на камеру, фотографировали. О, гора, вот все, давай фотографируем. Где-то они были вдалеке, не всегда их было хорошо видно поначалу, а в какой-то момент мы поняли, что уже и сами оказались среди гор, оказались среди этой красоты, где были озера, лодочки, домики, скала из озера прямо, и периодически мы пытались найти карманы на дороге, чтобы остановиться и насладиться в полной мере этой красотой. Периодически мы въезжали в милые деревушки, петляли между домиками, такими в австрийском стиле, все такое красивое. Они все были такие разные, все хотелось снимать на камеру. И дорогу мы выбрали такую, по которой можно было проехать по более мелким населенным пунктам, чтобы больше увидеть вот этого колорита. Иногда мы проезжали под такими козырьками, которые защищали дорогу от камней, которые могли скатиться с горы на дорогу. Вот, периодически мы заезжали в настоящие длинные тоннели, которые были проделаны внутри скалы, то есть мы проезжали сквозь гору иногда. Эти тоннели бывали довольно длинные. Когда мы заехали дальше и глубже в город, то такие тоннели могли достигать длины где-то в несколько километров, ну там в 5 километров или больше. Кстати говоря, поездка состоялась во второй половине сентября, а в октябре, чтобы вы уже понимали, на некоторые дороги, которые находятся высоко в Альпах, проезжать уже нельзя, ну, потому что там могут быть заснеженные вершины, там может быть даже в какой-то мере опасно, могут быть какие-то непроходимые участки для автомобиля, если нет правильной подготовки. И мы буквально успели вот в последний период, когда еще можно, мы ожидали, что там будет холодно, снежно и все прочее. Ну, пока мы были еще не слишком высоко в горах, то в основном там было зелено, уютно, все было такое летнее, не пахло осенью вообще ни капли, не было никаких желтых листьев, ничего подобного. Я уже про снег вообще молчу. Но мы были все-таки подготовлены к тому, что в горах будет прохладно, возможно. И мы запаслись теплыми вещами, взяли курточки. Вот. А вскоре мы забрались довольно высоко. Мы уже видели облака где-то на нашем уровне, и даже иногда нам казалось, что мы видели заснеженные вершины. Но сказать наверняка нельзя, потому что Доломитовые Альпы, у них есть такое природное свойство, что под определенным углом, при определенном освещении, они могут казаться совершенно белыми, что создает впечатление заснеженных вершин. Но мы не были уверены, казалось, что на некоторых вершинах все-таки есть снег.
Да, у нас был промежуточный пункт, это городок Халштадт, это община, и там всего проживает меньше 1000 человек, это очень маленький такой городок. Его особенность в том, что он занимает небольшое пространство в маленькой такой долинке, зажатой между горами и озером. Это город очень узнаваемый, много есть картинок в интернете, именно все туда едут туристы посмотреть. Там красивая церковь на берегу озера, и это все выглядит очень красиво, учитывая на фоне какой природы, сколько там вот этой горной атмосферы, там леса и горы и облака на горизонте. Так как пространство этому городку отведено немного, то он был, в принципе, настроен в несколько уровней, там были эти домики по уровням, и можно было среди них гулять по пешеходным улицам. Людей там проживает немного, а туристов там очень много. И больше всего китайских туристов. Кстати, интересно узнать, почему китайских туристов там много, потому что китайцы решили в 2012 году создать себе копию этого города у себя в Китае. То есть специально люди приезжали, делали фотографии со всех возможных углов, чтобы скопировать до последнего камушка город у себя. То есть именно вот этот австрийский аутентичный городок полностью полная копия. И обошлось им это в 170 миллионов евро. Но находится это не в горах, там, конечно, не альпийские горы, там холмы, и озеро у них все-таки в 5 раз меньше, но при этом оно выглядит довольно похоже, можно сравнить, увидев фотографии в интернете. И китайцам интересно теперь приехать в настоящий Гальштадт и увидеть, как же он выглядит на самом деле. Когда мы подъезжали туда на автомобиле, мы, конечно же, первым делом начали искать парковку. Парковочные места были почти все заняты на всех парковках, там их несколько. Так вот, самая удобная парковка в итоге оказалась парковка P1. Это предпоследняя, получается, на нашем пути была парковка. Там были свободные места, она была немножко покрупнее. И стоимость была более-менее адекватная, 20 минут бесплатно. Далее, если меньше часа, 3,5 евро. И дальше, если меньше 2 часов, то 6,5 евро. Ну и там так по нарастающей. В принципе, цена это была там одна из самых нормальных для парковки. Есть еще одна последняя парковка P3. На нее вообще ехать не стоит, потому что она находится уже за пределами города. Гальштадт относится к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО, но таких городков и таких мест уникальных в Альпах много, и даже наш следующий пункт, в котором мы приедем, Зальцбург, тоже относится к всемирному наследию ЮНЕСКо. Гальштадт сам очень красивый, там небольшой есть такой центр, там можно погулять, и я советую потратить время, не пожалеть, чтобы обойти его, и времени это много не займет, но впечатление ставит очень яркое.
принципе, есть вся эта туристическая ерунда, там рестораны, гостиницы, сувенирные лавочки. Но для тех, кто не любитель этого всего и кто больше любит посмотреть на природу, они тоже видят все в полной мере. Природа там просто восхитительная, там классные виды, там классные горы, там классный воздух очень свежий, и это просто наслаждение. В общем, мы хорошенько рассмотрели Гольштадт, потрогали водичку в озере и отправились в наш следующий пункт. А следующий пункт — это Зальцбург. Зальцбург — это город соли и Моцарта. Кстати, название города Зальцбург переводится как «соляная крепость», Зальц и Бург. Также это город Моцарта, потому что Моцарт там родился, жил, и австрийцы этим очень, конечно, гордятся. У них там все вокруг Моцарта, очень много памятников, музеев, и все, они везде вешают таблички, где он был. Даже есть специальные магазины, где продаются конфеты с Моцартом. Но я не советую туда ходить, потому что такие же самые конфеты можно купить в любом супермаркете намного дешевле. Так вот, мы гуляли в Зальцбурге, я там снова обратила внимание, насколько странные там велодорожки, ну, вообще в целом в Австрии, которые проходят посередине автомобильной проезжей части. Иногда они идут по тротуару, это выглядело забавно. Раз уж я все сравниваю с Нидерландами, то да, я могу сказать, в Нидерландах тоже такое бывает. И бывают вот эти вот странные, неудобные велодорожки. Но это скорее исключение, чем правило. И в основном голландцы стараются делать отдельную дорогу для велосипедов. И довольно часто эта дорога может быть даже шире, чем автомобильная дорога. А для пешеходов так можно вообще дорогу не делать, потому что велосипеды — это святое. Для того, чтобы дойти в центр Зальцбурга, мы шли через тоннель, который проходил в скале, то есть под горой или под частью горы. Тоннель хорош тем, что там есть отдельно для автомобилей тоннель, отдельно для пешеходов с велосипедистами. Выглядело интересно. Дальше мы вышли уже ближе к центру. Там сразу видно, что город очень ухоженный, симпатичный, там много велосипедистов, там много интересных архитектурных деталей. Вот посмотрите на эти колонны. Это просто отличные колонны, и там много таких деталей, которые ты идешь по городу и рассматриваешь, и они все интересные, и они создают такую общую картинку какого-то сказочного городка. Одна из главных достопримечательностей Зальцбурга — это крепость Хоензальцбург, которая находится на вершине горы Мёнхсберг. Эту крепость видно практически со всего центра Зальцбурга. Ее интересно посетить, туда можно подняться на фуникулере или пешком, когда она открыта, конечно. Это считается одной из самых красивых из полностью сохранившихся крепостей в Центральной Европе. Дальше мы вышли к памятнику Шиллеру и увидели там очень интересную скульптуру в виде маринованных огурцов. Мы сначала удивились, не поняли, что это и почему так, и что это символизирует. Потом погуглили, оказалось, что эти огурцы символизируют уникальность каждой личности, потому что каждый маринованный огурец, он отличается от других, и все мы неповторимые и разные. Но на самом деле эта скульптура была там установлена с ноткой юмора. Вот такая вот интересная скульптура. Обязательно, конечно же, если вы гуляете в Зальцбурге, вы увидите дом, где родился Моцарт. Вот это желтое здание, которое видно с площади. На самом деле это не тот дом, это дом, в котором находится кафешка, но вы, если пройдете через него, вы окажетесь на другой стороне, с другой стороны уже будет видно, там будет большими буквами написано
хоть и по-немецки, что это дом, где родился Моцарт. И туда можно подняться на 2-й этаж. Ну, в этот дом точно не пропустите, он выделяется среди остальных. Есть еще один дом, где жил Моцарт, а не родился. Это с виду самый обычный дом, на нем только есть табличка, на которой сказано «Здесь жил Моцарт». Зальцбург находится на берегах реки Зальцах. Можно пройтись по пешеходному мостику, который увешан замочками. Он очень красивый, узкий, уютный, и оттуда открываются отличные виды на сам город и на крепость, которая на горе возвышается над всем. Советую также посетить сады Мирабель и дворец увидеть. Но эти сады Мирабель — это как бы парк, и там много цветов, там много разных скульптур, фонтанов. Там такая размеренная, спокойная обстановка, люди отдыхают, гуляют. Дальше мы гуляли по другому берегу и периодически видели до боли знакомые австрийские фасады. Дальше мы вышли на узкую длинную улочку, о которой говорят, что там настоящий австрийский дух, то есть она в таком старинном стиле, там вывески в более старом стиле, названия заведений, все это сделано со вниманием к каждой мелочи, каждой детали. Но я должна сказать, да, там действительно чувствуется какой-то австрийский стиль, но это далеко не единственная улица в Зальцбурге, которая создает такое впечатление. И на самом деле, даже если просто погулять по старому центру, то там практически каждая улица радует глаз деталями, старинными табличками. Поэтому мы пошли уже в сторону старого города, пересекли по мосту реку снова, уже по другому мосту, там уже был трафик, загружено все движением, ходили троллейбусы, автомобили и все прочее. Но при том, какое сильное движение, какое серьезное движение в Зальцбурге, этот город все равно не казался тяжелым и не казался перегруженным, а скорее казался милым, колоритным и таким уютным австрийским городком. А в старом центре мы нашли еще один памятник Моцарту, конечно же. В общем и целом, Зальцбург оставил впечатление города-сказки. Это такой чудесный, уютный городок. Он мне понравился, честно говоря, больше, чем Вена. Вена пыталась поразить масштабом, а Зальцбург — уютом. В общем, это чудесный город, но нам уже пора отправляться дальше. А куда же дальше? А дальше мы поедем на юг, пересечем Альпы, будем ездить по высоким горам, по страшным дорогам. Увидим много интересных, красивых видов и окажемся в Италии. А чем отличаются итальянские Альпы от австрийских? Чем отличаются эти домики, атмосфера и вообще все? Об этом я расскажу в новых роликах. А пока не забывайте подписаться для того, чтобы следить за продолжением путешествия. Спасибо, что вы со мной. И до новых встреч. Пока-пока!